Всем привет! Итак, у нас что-то намечается. Я сейчас загружаюсь и выезжаю. Надо проверить масло обязательно в GZ. Проверяем масло и едем. У меня тут отломалось с прошлого раза все. Масло верхний уровень. Так, уже по традиции мы заезжаем на заправку. Кстати, сток Вэшка не так много ест. По сравнению с Альтезой это вообще земля и небо. Альтеза что-то жрет очень много. Все это стало, когда перешел на тысячные форсы. Бензин сейчас у нас сотый, 63,70. Заливаем сколько влезет, там, наверное, литров 15. И едем дальше. Так, ну что, вроде переобулся. Вроде ничего не трет, это хорошо. Это уже хорошо. Ну все, накатались, теперь самое интересное, это переобуться обратно. Машина показывает себя хорошо, все рулится, все отлично. Ух, Тёма полетел. В пиках температура масла 110, вода 120. Ну воду я не знаю, по-моему до этого прогревали. Переобуваемся и домой. Увидимся уже в боксе, потому что очень холодно. Ну все, теперь осталось выбраться с озера, потому что здесь что-то намело. Ехал с разгона. Выезжать тоже сейчас будем с разгона. Это еще фигня, вот сейчас будет подъем, который надо брать штурмом. О, первый подъем взяли, это уже хорошо. Дальше еще сильнее есть подъемы. Так, сейчас здесь проползем. Едем в подъем, вот здесь сейчас начнется колея. Ее надо брать штурмом. Просто жесть. Чувствую, закапываюсь. Блин, дальше еще жестче колея. Давай, 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 давай. Походу все, я сел. Короче, ладно, тушу камеру, сейчас буду пытаться штурмовать еще раз. С 4-го раза получилось подняться почти до самого верха. Сейчас, если здесь не сяду, то все, победа. Да, газую. Здесь очень сильно насыпано. Блин, сажусь левым порогом, чувствую. Я почти на выходе. Чуть-чуть осталось. Короче, вот такая колея. Она набивается, ее приходится вот так разбивать, чтобы заехать. Где-то вот здесь я подсел. Вот в этом месте. И все. Все, мы в пути. Выбрался с 3-го раза. Сейчас быстренько на мойку и в бокс. Ну все, машина чистая, перемещаемся на базу. Видишь, копы пытаются поднять его. Копы нахватили, да? А ему похуй, видишь. Вот это Japan Style. Ладно, потом посмотрим. Здесь у нас GT висит, про нее я уже говорил, что расскажу позже. Чайзер весь помытый, красивый. Сейчас разгрузимся, поставим на парковочку, будем ждать выходного дня. И можно будет заезжать 110-ку, заваривать туннель. Как-то так прошла неделя. Все, увидимся чуть позже. 110 стоит на подъемнике, это значит, что мы сегодня будем варить туннель. Такие здесь накаты сделали. Сейчас мы это все дело сюда поставим, будем потихонечку обвариваться. Также сегодня планирую начать приваривать сиденья. По 110 процесс пошел, но, опять повторюсь, процесс идет очень маленькими шажками, потому что нет финансирования. Итак, процесс идет. Короче, вот так вот кромку загнул, красиво будет вот с этой стороны, все герметиком промазано. Сейчас буду верхнюю часть делать, везде швы все есть. Осталось пройти везде сварку камнем, чтобы ровненько было.
замазать все герметиком, обработать грунтом, ну и, соответственно, покрасить. Ну а дальше у нас будут приварка салазок, но, скорее всего, уже не сегодня. Ну что, туннель я приварил. Выглядит это вот так. Все швы, конечно же, мы зачистим, все выведем и покрасим. Под капотом еще немного кастома, и можно будет красить под капотку. Итак, у нас сегодня поездка на озеро, второй раз. Сегодня 31 декабря. Едем тестировать колеса. Взял себе Мишлен. Посмотрим, как он поедет. Это вот те, которые сверху. И еще загрузил КСТхи. Буду их переобувать. 1 декабря хотим покататься по городу. Так как на улице все почищено, зиму не хочется точить, будем точить летом. Сейчас летим на заправку, заправляемся, на озеро переобуваемся и катаемся. Итак, мы на озере, колеса я переобул. Сегодня будем кататься на Мишке, как я уже говорил. Должен быть очень быстрый. Здесь вот пацаны на гражданском шипе катаются. Тёма тоже сегодня на боевом. Будем сегодня к нему кататься. Я покажу. Конфиг я тебе покажу. Короче, вот здесь разгон. Пошла, третья, везде третья. Едешь такой. Ах, ей туда она. Нажал и пошел. Я удержу. Слушай, ебать, брат, улица пиздец. Это, да? А германчик. Ебать! Все, и пошел такой. Я угол держит, брат. Просто Ебать! Сука, аж страшно нахуй. Ебать, брат, это пиздец. потом не крути рулем называется. Сильная хуйня, пиздец. Сильно, да? Я просто был, ну, типа, давно не катался, да, ну, именно на этом, На боевом шипе? боевом шипе. На зацепе? Типа, да. Так в смысле чувствуется, что это вообще другой зацеп. Ну, не как типа сухой, но и не как влажный. Да, не, все очень. Ты когда вкидываешь сюда, я такой, да ну нахер. Сейчас сам перехватишь. Нас теперь камера еще снимает. Миша, Джан, привет! Офигеть! Как рулится круто! Миша, Джан, сошка топ! Сюда! Углы очень хорошо ведет. Да, он сам, типа, куда ему надо, туда и пойдет. Это когда кастера много, Кирилл. Ну, 7.40 сейчас нам. В принципе, не так много. Понял, да? Чик, он сам туда, куда вкопал. Куда захотел. Я вас-то хоть и помыл. Да мне-то похуй. Тёма чуть-чуть это, ну, подсполоснул, так сказать. Смотри, какие оставляют следы шип. Просто нереально. Так, у нас снова случился Nissan. Что-то случилось с шестым цилиндром. Ну, компрессия вроде есть, что выбивает оттуда. Искра есть, катушку махнули. Скорее всего, либо форсунка, либо что-то еще. Ну, может, коса там, что-нибудь. Вот такой вот РБ. Ар наш родненький. У меня там что-то с винтами происходит. Время от времени их что-то подзакусывает или они что-то бьются. Какие-то звуки страшные выдают. Но так вроде все пока что неплохо. В стриту также. Серега в рычагах. Пацанов догоняет.
Давай, отпусти их чуть-чуть, Серега. Нравится, как рулится? Да. Тебе нравится на боевом шипе то, что ты догоняешь? Да куда ты собрался? Да тормози, Серый. Ну их нафиг. Заебал ты. Я знаю тебя, ты сейчас споришься, а потом скажешь ой. Ой. Обгоняй их. Со своей машины отдал. Что ты мне себя отдашь? Там уже отдавать нечего, куда ты собрался? Блядь, такое ощущение, что сильно много держака. Да? Потому что сошка такая. Сошка такая. Понял, в чем прикол? Она всегда хочет прямо поехать. Типа распрямляет, ты про это? Да, да, да. Это сошка такая. Так, казак поехал. На сегодня это 4-й пилот, Аббас еще пилотировал. Говорит, нормально. Сейчас казак. Пропусти пацанов. Просто пока так вот Да, да. Тут с клатча можно не ехать, просто с газа нажал и пошла. Куда-то не туда. Надо просто с газа, не с ручника. Вот, не туда, плавненько. Оп, все, газом пошел. А то ты нервничаешь, это ручники тянешь, клатчуешь. Первый раз сел. Да ладно, что ты исполняешь? Просто и сейчас плавно разгоняешься и на прямых, плавно. Да на прямых, куда ты это лепишь? Ручника можно было чуть-чуть. Давай, газа, газа, газа. Да руль не крути, сейчас распрямит. Вот, короче, самая главная ошибка, когда тебя начинает заворачивать, ты выкручиваешь руль, а там зацепа нет. Надо на таком же руле и ехать. Она поймает дугу, и ты пойдешь. Не крути рулем. Слышал такое? Цареграцию говорил. Да, я честно делаю. Ну вот, не крути рулем. И целишься туда, пошел, да, потихонечку. Но это не та дуга, но это другой конфликт. Мне вообще похуй, я еду, блядь. Куда, за картошкой? Full throttle. Газу, пошел. Да ручник можно не тянуть, куда ты в этот снег? Куда ты в этот снег? Ну все, чайзер переобул. Сейчас едем на мойку, споласкиваем, перебиваем колеса и едем отмечать Новый год. Видос выйдет позже, поэтому поздравления будут не актуальны, но все равно с наступающим Новым годом вас. Все, всем увидимся в следующей серии. Абазджан! Это что такое? Контейнер. А что это у тебя? Спойлер? Доктейл. А, ну это из дерева. Аббаса не хотят заправлять, мы, короче, сейчас подъедем на правую колонку. Я заправляюсь, а потом сразу он. У него там бак с лодки стоит, поэтому не хотят заправлять. Мы сегодня едем, короче, на озеро опять кататься. Клапан прогорел. Просто дырка в клапане. Такое бывает? Ну, конечно. Это же Nissan. Согласен. Сегодня будем тестить Аббаса Королку, как она вообще поедет на боевом шипе. Но что-то мне подсказывает, что она будет очень плохо ехать, либо очень быстро. Итак, смотрим, почему его не хотели заправлять. Это что у тебя? Амалогированный? А, из-за пены? Ну да, она может загореться. Бля, ну это палево, конечно. Что вы делаете? Сколько в этом баке? 40 литров? Я не знаю, мне кажется... Написано 40, вон, 40, видишь? да? Ну, написано слева 40. А тебе хватит покататься, точно? Ну, типа... Ну, Итак, мы на озере, пацаны переобуваются. Сегодня будем с Марком кататься. Пацаны там на гражданском шипе. Итак, мы спалили целый бак топлива, как и в прошлый раз. Покатались хорошо, без крэшей. Но есть одно но. Я сейчас поехал, мне тормознули, благо увидели. Короче, раскрутилось колесо и разбило посадочное. Это вот-вот случилось, наверное, на последнем заезде. Так что мы сейчас переобуваемся и едем спать. Повезло на самом деле, так бы могли бы рэп подать, что я собрался ехать парно.
Вот Аббаса чучело. Это просто жесть. Это Королла на альтезовском моторе. Поедет на боевом шипе. Кстати, очень темпово едет, не знаю. Наверное, из-за веса все-таки. Чайзер как бы, ну, сложно Чайзеру ехать. Сегодня мы с этим дядей катались, онборды вы видели. Где-то даже подъезжал близко. Интерьер камеры интересный. Ну, попозже еще подснимем. Как я люблю, потом нифига не подснимать. Ну да ладно. Сейчас едем в бокс, ставим Чайзер и через пару дней опять на озеро. Поэтому увидимся чуть позже. Всем привет! Я не знаю, приложение этой серии или новое. Мы на озере находимся, сегодня народу очень много. Мотоциклисты там катаются, там субаристы 4 ВД. Здесь банда дрифтеров собралась. Переобуваются, Аббас опять на своей Королке тут. Шипы у него новые. Прям хорошие. Слышь, ну шипы подъела, да, чуть-чуть? Да? Резина была прям новая, а сейчас можно видеть, что ее прям, ну, подсъела. То есть шип вроде не повылетал, стоит, но все равно. Есть моменты, есть моменты. Так, мы переобуваемся опять на Мишлен. В прошлый раз у нас срезала диск, банан точнее, сегодня поменяли. Резина у меня с каждым разом все хуже и хуже. Очень жалко. И я так понимаю, пары колес на зиму точно не хватит, особенно с такими частыми выездами. Ладно, сейчас переобуваюсь и поехали.